Здравствуйте, дорогие подписчики! Меня зовут Татьяна, и я ведущий специалист по обучению косметической продукции в сети аптек «Планета здоровья». Сегодня я хотела бы поговорить с вами о волосах. Я думаю, что ни для кого не секрет, что красивые волосы – это залог успеха. Однако в современном мире на наши волосы влияют как различные негативные факторы окружающей среды, так наши волосы напрямую зависят от нашего состояния здоровья и образа жизни. Именно поэтому очень важно знать, как грамотно ухаживать за нашими волосами и как защищать их от воздействия различных негативных факторов. Сегодня я хотела бы подробно поговорить о двух очень частых проблемах, связанных с волосами и кожей головы, с которой может столкнуться фактически каждый, а также о том, как грамотно подобрать домашний уход с учетом этих состояний. И первая проблема, которую я хотела бы осветить, это выпадение волос. Выпадение волос – это актуальная проблема как для мужчин, так и для женщин. Состояние волос – это отражение процессов, которые происходят у нас в организме. Волосы, как и зубы, и ногти – это своего рода индикатор состояния здоровья. И если волосы начинают выпадать, значит на то есть какая-то определенная причина. Какие же основные причины выпадения волос? Это могут быть различные гормональные изменения. Это может быть дефицит различных витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует обратить на витамины группы В, а также на уровень железа. Также это могут быть стрессы, перенесенные оперативные вмешательства, различные вирусные и бактериальные инфекции, беременность, роды. Это может быть несбалансированное питание, прием различных лекарственных препаратов, а также наследственность и какие-то аутоиммунные заболевания. Также считается, что различные варианты воздействия, такие, например, как химическое воздействие, чрезмерное нагревание, регулярное обесцвечивание, химические завивки, все это ухудшает структуру и качество волос и способствует выпадению. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что волосы начинают обычно выпадать через 1-2 месяца после воздействия какого-то провоцирующего фактора. Человеку кажется, что волосы у него выпадают, казалось бы, на фоне полного здоровья. Однако в такой ситуации ему стоит вспомнить. Возможно, месяц назад он подвергся воздействию какого-то неблагоприятного фактора, который и спровоцировал данное выпадение. Выпадение волос – это повод обязательно проконсультироваться с дерматологом или трихологом. Однако в свой домашний уход мы можем добавить средства дермокосметики против выпадения и для стимуляции роста волос. Эти средства являются обязательным этапом терапии данного состояния. Отличие таких средств от обычных очищающих шампуней в том, что в их состав входят различные сосудорасширяющие компоненты, витаминные комплексы, растительные экстракты, которые улучшают трофику тканей. Хочу обратить ваше внимание на то, что все такие средства должны находиться на наших волосах не менее 3 минут, для того, чтобы подействовали основные активные компоненты. Если вы столкнулись с эпизодическим выпадением волос, то я подобрала для вас средства, которые помогут вам справиться с этим состоянием в домашних условиях. И первые продукты, которые я хотела бы вам порекомендовать, это продукты от торговой марки Pharmaceris. Это шампунь, специальный шампунь, стимулирующий рост волос, и шампунь, предотвращающий седину и стимулирующий рост волос. В состав обоих этих шампуней входит запатентованный активный компонент, фактор роста фибробластов и кофеиновый комплекс, который будет улучшать микроциркуляцию кожи головы, стимулировать рост самого волоса и волосяного фолликула, а также замедлять процесс выпадения волос. В состав шампуня, предотвращающего седину, также дополнительно входит компонент нарингенин, который будет уменьшать количество седых волос и замедлять процесс поседения, и экстракт ореха, который содержит фитопигменты, которые будут возвращать волосам их естественный цвет. Такие шампуни для повышения эффективности от их использования я рекомендую использовать в комбинации с кондиционером, стимулирующим рост волос, и спреем, стимулирующим рост волос. И если кондиционер, стимулирующий рост волос, мы используем после шампуня, выдерживая его на наших волосах не менее 3 минут, то спрей, стимулирующий рост волос, я рекомендую использовать дважды в день, утром и вечером. Наносить его на сухие или влажные волосы, разделенные на пряди. Не смываем. Данный шампунь подходит для чувствительной кожи головы, а также его можно использовать на постоянной основе. Он не повышает сальность волос. Такие продукты мы будем использовать до полного исчезновения симптомов выпадения. Вторые продукты, на которые я хотела бы обратить ваше внимание, это
шампунь немецкого бренда Eucerin, шампунь против выпадения волос. В его составе будет содержаться карнитин и креатин. Это компоненты, которые в норме синтезируются в нашем организме и укрепляют корни волос. Эффективность данного шампуня будет повышена, если использовать его в комбинации с сывороткой против выпадения волос. В ней, помимо карнитина и креатина, будет находиться экстракт корня солодки, который будет уменьшать микровоспаление кожи головы, которое ослабляет корни волос. Данную сыворотку, как и спрей от Фармасериса, мы будем использовать дважды в день, утром и вечером, наносить на сухие или влажные волосы. Также хочу обратить ваше внимание на продукты от торговой марки Ducre. Это шампунь для ослабленных и выпадающих волос Анафас. Данный шампунь будет придавать нашим волосам силу и энергию, укреплять волосы и подготавливать их к дальнейшему лечению. В составе данного шампуня будет компонент активный рускус, который будет улучшать микроциркуляцию кожи головы, а также витамины группы В. Шампунь будет действовать эффективнее, если комбинировать его с лосьоном Креастим при выпадении волос. Здесь есть синергия двух активных компонентов тетрапептида и креатина. Эти компоненты будут улучшать питание волосяных луковиц. Данный лосьон подходит также людям с чувствительной кожей головы. Его смело можно использовать женщинам в период после рождения ребенка, а также в период грудного вскармливания. И еще один продукт, это уже продукт в ампулах от итальянского бренда BioClean. Сыворотка против выпадения волос для женщин. Данная сыворотка будет содержать в своем составе эксклюзивный компонент стимоксидил, а также витамины группы В, которые будут улучшать микроциркуляцию кожи головы и замедлять процесс старения волос. Данную сыворотку надо использовать не менее 3 раз в неделю курсом 60 дней. Для поддержания эффекта и профилактики выпадения волос я рекомендую 2 курса в год. Такая же сыворотка против выпадения волос есть и для мужчин. Она имеет несколько другой состав, однако механизм действия у них схожий. Мужчинам также рекомендуется проходить 2 курса в год. И продукт, который заслуживает отдельного внимания, о котором я хотела бы вам всем рассказать, это пилинг для кожи головы. Пилинг для кожи головы имеет много показаний к применению. Основное – это регулярное глубокое очищение кожи головы от остатков лака, средств для укладки и различных силиконов и вредных компонентов, которые оседают у нас на коже головы. И у нас в аптеке Планета Здоровья также представлены пилинги. Хочу с вами поделиться ими. Первый – это продукт от торговой марки Фармасерис, очищающий трихологический пилинг для кожи головы. В составе данного пилинга будет кофеин, который будет улучшать микроциркуляцию кожи головы, пироктоноламин, а также отшелушивающий комплекс, который включает в себя жмых абрикосовых косточек и растительный фермент папаин. Данный пилинг я рекомендую использовать не менее 1 раза в неделю. Также этот пилинг мы можем смело использовать, если мы столкнулись с проблемой перхоти, псориаза, сибарейного дерматита кожи головы. Также пилинги для кожи головы можно использовать при терапии, в комплексной терапии при поредении и выпадении волос. И второй продукт – это крем-пилинг для всех типов волос от торговой марки BioClean. Это итальянский бренд. Он будет содержать в своем составе экстракт белой крапивы, салициловую кислоту и пироктоноламин. Данный пилинг будет восстанавливать комфортное состояние кожи головы, также может использоваться при терапии перхоти, сибарейного дерматита, псориаза и в комплексной терапии при лечении выпадения и поредения волос. Проблему выпадения волос мы с вами осветили. Теперь давайте перейдем ко второй проблеме, о которой я тоже бы хотела поговорить. Это проблема чувствительности кожи головы. Чувствительность кожи головы – это также распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый. Потому что, как я уже сказала, наша кожа головы подвергается воздействию большого количества негативных факторов агрессивных, которые могут приводить к дисбалансу, а также к снижению защитно-барьерной функции кожи головы. Таким образом, может появиться раздражение и чувствительность.
Какие основные причины чувствительности кожи головы? Это в первую очередь плохая экологическая ситуация и стрессы. Различные химические вредные вещества оседают на волосах и, как и стресс, приводят к образованию большого количества свободных радикалов. Эти свободные радикалы будут изменять структуру нашей кожи головы и структуру самих волосяных фолликулов. Таким образом может появиться выпадение, а кожа головы станет чувствительной и раздраженной. Также на чувствительность кожи головы могут влиять применение агрессивных шампуней, сушка и укладка волос феном, окрашивание волос, неправильно подобранный домашний уход. Это может быть хлорированная вода, могут быть тугие прически, и также воздействие прямых солнечных лучей. Чем будет проявляться чувствительность кожи головы? Человека будет беспокоить чувство стянутости, зуд, чувство сухости, болезненность и дискомфорт при дотрагивании до кожи головы, может быть жжение, а также может быть шелушение. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что такие признаки, как зуд, покраснение, шелушение, могут быть характерны для таких заболеваний, как экзема, псориаз. Поэтому в случае, если у вас появились все вышеперечисленные симптомы, я рекомендую вам обязательно показаться дерматологу или трихологу, потому что для лечения псориаза, экземы, естественно, требуется специальное лечение. Если же вас все-таки беспокоит чувствительность кожи головы, то для вас я также подобрала продукты, которые помогут вам это состояние облегчить и справиться с ним. И первый, о чем я хотела бы рассказать, это продукты торговой марки Eucerin. Это успокаивающий шампунь для взрослых и детей. Данный шампунь содержит в своем составе 5% мочевины и молочную кислоту, которая будет интенсивно увлажнять кожу головы и удерживать влагу, а также компонент полидеканол, который будет успокаивать и мгновенно уменьшать зуд. Для повышения эффективности от использования данного шампуня его рекомендую комбинировать с лосьоном, успокаивающим тоником для кожи головы. В составе данного тоника будет дополнительный экстракт корня солодки, который будет обладать успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Данный тоник подходит для ежедневного использования утром и вечером. Наносим его на сухие или влажные волосы. Еще пару слов хотела добавить про шампунь. Данный шампунь можно использовать детям с 3 лет. Также он подходит при атопическом дерматите и псориазе. Следующее средство, о котором я хотела бы сказать, это средство от торговой марки Vichy Dercos. Это шампунь-уход для чувствительной кожи головы. Данный шампунь обещает нам мгновенное снижение зуда и раздражения, которое возникнет моментально и будет длиться в течение 48 часов. Данный шампунь также, помимо того, что он успокаивает нашу кожу головы, он также повышает ее защитные свойства и снижает чувствительность нашей кожи головы к воздействию различных агрессивных факторов. Данный шампунь у нас есть для сухих волос, и такой же шампунь с таким же составом успокаивающий есть для нормальных и жирных волос. И еще один шампунь, о котором я не могу не сказать, это шампунь от торговой марки Ducre, шампунь физиозащитный Sensinol. Данный шампунь также будет содержать в своем составе полидеканол, который будет уменьшать зуд и раздражение кожи головы. Также он подходит для ежедневного использования, если у вас чувствительная кожа головы. Собственно, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас возникают какие-то вопросы, которые вы хотите задать, вы можете смело задавать их в директ или писать в комментариях под данным постом. На все это мы ответим вам в личных сообщениях. Очень приятно было вам все рассказать. До встречи в следующий раз.